Всем привет! К началу второго дня моего челленджа я накопил 560 тысяч, продав почти все, что вчера выставил на продажу. Очков фракции набил 5700. Для разминки пробежал экспедицию и отправился в Bow Scale Fell истреблять мобов под фракцией. Пробежал одну РДшку, догнал серебро до 600 тысяч, а очки фракции до 7300 очков. Оставшиеся 15 минут супа решил добить на призраках. Призраки довольно легко фармятся в 4.1 шмоте, и с них неплохо сыпется эссенция. Но, как часто бывает в Альбионе, идиллия между мной, призраками и эссенцией была варварски разрушена. Я фармил довольно осторожно, в зоне быстрой посадки на маунта, и успел заметить синих. Но призраки не дали мне запрыгнуть на лошадь. Я свалил от них на сабагах и даже сумел призвать маунта. Но ускакать не успел, меня спешили и быстро разобрали. Весьма обидно было потерять довольно хороший лут. Это падение подтолкнуло к осуществлению давно придуманного плана – заняться перевозками. Купил 4.1 сет, плащ нежити, быстро когтя, одно звериное сердце, инструменты добычи на случай, если встречу по пути дорогие ресурсы, и зелье невидимости на всякий случай. Для занятия перевозками нужно присоединиться к фракции и иметь с собой минимум 3 сердца, в случае бриджвотча звериных. В других городах, соответственно, цвету другие. Одно сердце стоит 3000 очков фракции. Я к тому времени накопил 8500. Само собой докупил 2 сердца за очки, переключил сапоги на грузоподъемность, чтобы соответствовать требованию контракта по весу. Первый рейс решил сделать в сторону Форт Стерлинг. В случае удачной поездки я получу из 3 звериных 6 сердец горы. Без приключений смотался туда-обратно за 13 минут. Изучив рынок, понял, что выгоднее будет скрафтить плащи Форт Стерлинг и продать уже их. Купил Т4 гербы, обычные 4.0 плащи. Нашел слесарку с приемлемым налогом. Скрафтил плащи и выставил их за 400 тысяч при стоимости сердец в 300 тысяч. Гербов 60 тысяч, а плащи плюс крафт еще около 10 тысяч. В общем, небольшой плюс есть, посмотрим, как быстро продадутся. Пока я часок отдыхал, купили 2 плаща, и баланс серебра стал 275 тысяч. Я купил 3 сердца и на этот раз решил выполнить контракт на сердца лозы. Нужно ехать до локации в районе Фетфорда. В случае выполнения контракта я получу 7 сердец. Маршрут очень опасный с большим количеством красных локаций. Плюс надо опасаться представителей других фракций. Но сегодня удачный день, и я без приключений доезжаю до Найт Крик Марш. И также спокойно возвращаюсь в город. Хоть и в некоторых локациях счетчик ПК заставлял понервничать. С сердцами я решаю поступить как и в прошлый раз, скрафтив с их помощью плащи. Выставляю все это дело на продажу, и наличкой у меня остается 50 тысяч. Надо как-то быстро добыть налички. Пробую пофармить эссенцию в Bow Scale Fell. Несмотря на конкуренцию, кое-что получается добыть. Решаю сменить локацию и попытать удачу в Kindlegrass Steppe. Но и там было слишком много конкурентов, и я решил на расслабоне пробежать РДшку в желтой локе. Поехал обратно в город, вшив Shadow нашел 4-3 пеньку. Жаль, что куст был заполнен только на 1 единицу. А проехав еще немного, решил заглянуть в труп. Обнаружил в нем Т5 бычка, что тоже весьма неплохо. На рынке выставил все, что нафармил, в том числе эссенции из Bow Scale. Сумма в теории выходит весьма неплохая. Но вопрос, удастся ли все продать в кратчайшие сроки. Плащ Тетфорда, например, продался только один. Наличкой было всего 125 тысяч. Пока я часок отдыхал, продались бык, королевский знак и 4-3 пенька. Наличности стало 230 тысяч. Покупаю на 150 тысяч 3 сердца и выполняю контракт на сердца горы. По пути собрал немного цветных ресурсов. Выставил все по минимальной цене
Не стал заморачиваться с созданием плащей в этот раз. Купил пару рыбин на реген здоровья и отправился к призракам в Bow Scale Fell. Конкурентов не было, и за 5 минут дропнулось по 2 штуки 7 и 6, а также одна 8 тира эссенции, плюс книга интуиции. Я решил отвести дроп в безопасное место, и не зря. Выезжая с фарм-спота, встретил 4 пикаперов. Они зачем-то проводили меня до туннеля, после чего свалили. В городе снова все выставил на рынок. Гипотетически у меня уже больше 1 000 000 серебра, однако наличкой всего 100 000. Для разнообразия поехал в Киндлграсс, зафармил РДшку и вышел фармить призраков. Однако, только я начал, прилетел Фрост в ПК. Я неудачно сыграл и смог уйти от него только благодаря плащу нежити. Но плащ кончился в зоне видимости напарников Фроста. Пришлось прожать зелье невидимости, и все равно я буквально чудом ушел от заряженного ганк-отряда. На выходе в желтую локацию людей разводил на файт Фрост. Я зашел в желтую локу, подождал там 5 минут, надеясь, что гангеры, распугав фармеров, отправятся искать жертв в другом месте. А я вернулся в Киндлграсс на место респа призраков. Зафармил пару пачек, и ко мне привел ПКшеров тип под ником Маразматик. В этот раз свалить не получилось, и меня телепортировали в Bridgewatch. Это было очень дорогое падение для меня. Дабы успокоиться, решил заняться переработкой кожи, используя очки работы. Переработал все свои скудные запасы, очков крафта осталось еще 8000. Выставил на продажу кожу, казалось, что стоит это все сущие копейки. Но очки работы надо было сливать, и я решил подобывать кожи. Прикупил Т4 сет собирателя, Т7 пирог для бафа добычи и зелье невидимости. Поехал на Т4 лошадки в черные земли. «15 минут поблуждал, не нашел нормальных спотов для добычи и поехал в желтые королевские, добывать под фракции. За полчаса улов оказался весьма небогат, я переработал 4.1 шкуры, используя очки работы. Пока я занимался этой мутью, у меня выкупили эссенцию 7 тира на 300 с лишним тысяч и сердца горы на 150 000. Плюс ранее проходили кое-какие продажи. И вдруг на моем счету оказалось 800 000. Я прикупил себе боевой сет и быстрокогтя. Снял с продажи плащи Форт Стерлинг, решив использовать их самостоятельно. Очков фракции у меня было чуть больше 3000. Так что я создал ордер на покупку 3 сердец и купил еще 2 штуки по весьма высокой цене. За очки докупил 3 сердце, взял контракт на белые сердца. Быстренько смотался взад-назад, по пути пособирал сокровища и немного ресурсов. В этот момент у меня возникло интересное наблюдение. Когда есть наличные деньги, играется как-то легче и интереснее. Близилось время профилактики, и я решил экипироваться для фарма и застолбить себе место в Bow Scale Fell на призраках. В локации я встретил соло-гангера на когтях и решил попробовать дать ему бой. Под прикрытием фракционных мобов.
И когда он серьезно просел, я решил, что нужно отправляться в погоню и добивать врага. Это было ошибкой. Когти дождались отката Ешки. Курткой наемника отрегенили хп и просто добили меня ядом. Тупая смерть, но бой был честный и не вызвал бадхёрт. Пришлось снова закупаться, на этот раз я оделся в 5.1 шмот. Снова купил быстро когтя, заодно забрал 3 сердца, купленные ордером. Забыл их выложить и поехал в Bow Scale Fell. После профилактики немного пофармил призраков, отвез эссенцию и сердца в банк, затем вернулся к фарму эссенции. В 5.1 шмоте призраки разваливались ощутимо быстрее, но в локации появилось 4 ПК, я решил не рисковать и поехал в сторону дома. Оказалось, чуваки кемпили вход в туннель, пришлось ехать в город окружным путем. Несмотря на то, что пофармить удалось недолго, дроп оказался очень неплох. Ну а я взял сердца и сгонял до Тетфорда. Выставил 7 фиолетовых сердец на 300 с лишним тысяч и создал ордер на покупку 3 желтых сердец. Через полчаса отработали ордера и на продажу, и на покупку. Так что забираю с рынка 3 звериных, создаю заказ на покупку еще 6 штук. И еду до Тетфорда. На обратном пути в Асталате встретился с ребятами, пытающимися убивать людей, но легко ушел от их преследования. В городе все как обычно, сдаем груз, получаем 7 сердец, выставляем на продажу. За день мне немало надоело фармить призраков и кататься по контрактам, поэтому отправляюсь в черные. Нахожу ближайший статик нежити и пытаюсь забрать сундуки. Так как 7-я риверка еще не открыта, то меня роняют мобы наверху. В подвале забираю один сундук. Рядом со вторым трется сундучник. Мы мирно разбежались в разные стороны. И я за следующие полчаса пробежал пару Т5 РД в черных. Там же нашел место для фарма призраков, которое оказалось в 5 раз меньше, чем точки в Kindlegrass и Bow Scale. Вернулся домой с таким дропом. Выставил все это дело на продажу. Забрал 3 купленных по ордеру сердца и поехал в рейс до Тетфорда. Затем сделал еще один рейс и выставил на продажу 14 сердец лозы на 650 тысяч. В кошельке уже было 680 от постепенной продажи всего подряд. Создал ордер на покупку 8 звериных сердец, так как одно валялось в купленных предметах. Отдохнул полчаса и сделал еще один рейс до Тетфорда. Наличкой уже было 1 140 000. Плюс имелись еще звериные сердца, купленные по ордеру, так что я смотался в последний на сегодня раз по контракту. В кошельке 1 640 000, в банке 14 сердец лозы, 3 звериных и непроданных лотов на рынке, наверное, на 500 000. Но все это дает в сумме около 2,5 миллионов, а на месячный премиум нужно 7,5. Как я буду доставать недостающие деньги, смотрите в следующем видео. И так как видео оказалось довольно скучным, на мой взгляд, я считаю необходимым отблагодарить всех, кто досмотрел до конца, розыгрышем внешек для персонажа. Если честно, я еще не очень определился с количеством призов, но их будет точно не меньше 5. А условия просты, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк и оставить любой комментарий. Через пару дней я подведу итоги. И всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Всем пока!